Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам скрипт, который позволяет в определенном последовательном порядке разложить раскрой панели перекрытия, SIP-панели перекрытия. Ну, два слова. Значит, что мы имеем? Мы имеем перекрытие, выполненное из SIP-панелей определенной толщины. SIP-панели эти, они внизу, там чуть ниже, опираются на стены, в данном случае по контуру, и имеют определенную длину. Но есть такое как бы ограничение, но это не то чтобы прямо ограничение, это просто вот такая конструктивная особенность SIP-панели перекрытия. Эта особенность заключается в том, что панели перекрытия могут доходить до длин там, порядка 5-6 метров и укладываться, ну, там, в зависимости от длины, в торцах на одну либо на две несущие деревянные балки толщиной чаще всего 200 мм. Ну, чаще всего. Вот пример такой отдельно вот взятый. Я возьму отдельно взятую такую панельку, панель перекрытия. Она имеет длину 5 метров, может быть там до 6 метров доходить, вот такая вот форма, с двумя балками в месте примыкания двух панелей. То есть, вот одна балочка мы видим, вот вторая. В случае, если эта длина короче 4 метров, то конструктивно есть возможность, и можно делать так, что эту балочку ставить одну в стыке. Так вот, к чему мы подходим? К тому, что SIP-панель по своим особенностям является определенной габаритной панелью. У нее есть определенная длина, определенная ширина. SIP-панель имеет длину 2800 мм и толщину 1250 мм. Вот. Значит, так как нам нужно положить на перекрытие панель длиной 5 метров, нам приходится ее составлять из двух половинок SIP-панелей. Вот ниже и выше. Две панельки. То есть нужно одну панель, например, разделить пополам и второй обрезок положить вот сюда. А между ними одну положить цельную балку. Тогда это перекрытие работает как, то есть конструкцию, несущую способность несет на себе деревянная балка, а функции утеплителя и шумоизоляции выполняет SIP-панель. Вот, но для того, чтобы создать большую жесткость, рекомендуется в учебниках делать вот такую перевязку для SIP-панелей. То есть можно было бы изначально выполнить эти панельки, просто накроить и так вот подряд положить. Но рекомендуется для создания большей жесткости их перевязывать вот таким вот шахматным способом. Чтобы это не делать руками, я вообще как сделал? Я добавил в семейство этой SIP-панели свойство, которое, при нажатии которого у меня происходит смещение. То есть 2800 остается с одной стороны, а остаток с другой стороны. То есть она в зависимости от того, что здесь нажато, становится либо левой, либо правой. Я здесь назвал ее первой, второй, потому что они могут быть не только левая, правая, но и верхняя, нижняя. Вот. И теперь мне нужно что сделать? Мне нужно выбрать каждую вторую панель и нажать галочку первая, вторая. Тогда вот я это делаю. Вот я нажимаю, и тогда у меня происходит перевязка. То есть это такой получается удобный, ручной способ, труд, такая удобная штука в принципе. Я решил пойти немножко дальше и дописать скрипт, с помощью которого можно это делать автоматически. Для того, чтобы мне не приходилось делать выборки руками, а достаточно было просто
нажать вот так вот. Я тебе, собственно, перехожу к скрипту, показываю, как он работает. Я нажал кнопку «Выбрать панели», выбрал панели и запустил скрипт. И наблюдаю, как панели автоматически перевязываются в нужном мне шахматном порядке. Вот, пожалуй, все. Ролик короткий, но как бы главную суть он передает: возможности Динамо, возможности усовершенствования и ускорения работы. Спасибо за внимание, всего доброго.